все чаще и чаще я начала слышать, что люди начинают выгорать. Тебе становится неинтересна работа, ты теряешь интерес к учебе. Жизнь превращается в такую в рутину, и ты думаешь, вообще, ты в нужном направлении двигаешься, ты занимаешься тем, чем хотела вообще всю жизнь заниматься. И как раз-таки вот эту тему я хочу сегодня обсудить. Поговорить на тему выгорания и дать полезные советы, как вообще мне удалось это побороть. В 2017 году у меня был период где-то 2-3 месяца, когда я думала, что реально я там неудачный предприниматель, я плохая дочь, и вообще все, что вокруг меня происходит, это вообще не мое. И я явно выбрала не тот путь. В то время это была не настолько популярная тема, и, если честно, мне кажется, ее даже никто не озвучивал. И я пыталась разобраться, я пыталась понять вообще, с чего это все началось, вспомнить, что меня драйвило. И я помню тот момент, когда я была в школе, у нас были компьютеры просто с клавиатурой, и завезли мышки. И учитель спросил, кто, ребята, не пользовался мышкой, давайте попробуйте. Я подняла руку, в классе были смешки, но мне было так все равно, я так любила компьютеры, и тут еще мышка, это вообще было что-то из ряда вон выходящее, и мне было все равно. Момент потом, как я поступала в университет, у меня был один из самых высоких проходных баллов, чтобы поступить на мою специальность, и я смогла поступить. Я этого так сильно хотела, что мне было все равно. Я сидела, училась, я готовилась. То есть сфера технологий для меня была вообще номер один в моей жизни. То есть это было то, что я любила с юного возраста, и я поняла, что я шла не туда. Я пыталась разобраться в этом. Я где-то в подсознании понимала, что что-то явно идет не так, и мне надо понять, что именно и почему я сейчас сижу и грущу. Сначала я начала читать книги. Я читала одну книжку, бизнес-литературу, вторую книжку, третью. И заряда вот этого мотивации хватало только на 3-4 дня, и потом все обратно откатывалось, и я опять сидела, ощущение, что опять что-то в жизни моей не то. Я была в таком состоянии, как, вы знаете, вот мокрая спичка, которая только зажигает, и она тут же тухнет. Дай бог, чтобы она вообще зажглась. Я пыталась понять, что происходит. Да? Сейчас, конечно, я бы обратилась к психологу, но в то время у меня не было денег, и мне нужно было самой найти решение, найти путь, попробовать вылезти с этого состояния. Я полезла на YouTube и начала смотреть видео с темой бизнес. И они, к сожалению, меня вообще никак не зажигали, и, то есть видео как видео. И где-то в рекомендации я увидела слово «выгорание». Я нажала на видео. Я не помню, про что точно было видео. Там был молодой парень, который рассказывал, описывал свои чувства, свои мысли. И я поняла, что он как раз-таки говорит то, что у меня сейчас на душе. И я поняла, что да, это, скорее всего, и есть выгорание. И начала просто активно искать видео с этим словом и пытаться более глубже и точно понять, что сейчас со мной происходит. Я так была рада, что я поняла, что у меня. Можно сказать, что я поставила себе диагноз по интернету, только не говорите об этом врачам. И я начала прям активно работать над этим. И, знаете, у меня получилось. У меня получилось выйти с этого состояния очень быстро, и получилось очень быстро и довольно-таки хорошо раскачаться. Самое главное – это поставить цель. На тот момент у меня была мысль сделать крутое агентство, но это было просто реально как моя мысль. И у меня не было ни точных сроков, когда я хочу это сделать, ни точных шагов, которые я хочу реализовать. Поэтому сконцентрируйтесь, что вы хотите получить и через какое время. У меня всегда очень амбициозные цели. Я себе в начале года столько понапланирую, что потом сама уже схожу с ума. Вы должны понять, что цель осуществима в ближайшее время, грубо говоря. И, например, к сожалению,
если быть честным, да, я этот момент не смогла побороть, но я его смогла делегировать. У меня муж, когда я ему прихожу, говорю, что я хочу сделать то-то, 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 он меня корректирует и говорит: Саш, давай реально смотреть на вещи, давай сейчас хотя бы будем придерживаться немного реальных там планов. Вот, если у нас получится реализовать это раньше, да, так как ты хотела больше, мы потом увеличим наши цели. Поэтому, возможно, у вас тоже так же, и вы сможете этот момент делегировать кому-то другому. Когда вы определились с целью, разбейте ее на множество маленьких. Тем самым вы будете видеть ваш путь, как вам до нее добраться, и вы будете закрывать по одной задачке, и тем самым будете видеть результат работы. И это вас будет очень сильно мотивировать и прям драйвить во время вашего вот такого прохождения пути к достижению вашей цели. Также вам нужно научиться отдыхать. Я для себя поняла, что для меня актуально это 7 дней беспрерывного отдыха, то есть отложить ноутбук, телефон и просто сидеть и наслаждаться процессом. И еще совет, для меня это, скорее всего, больше уже как девиз «полюбить свои проблемы». Предприниматели очень часто сталкиваются с той ситуацией, что что-то с сотрудниками, что-то с клиентами, что-то с бюрократическим миром. И ты постоянно в какой-то гонке, ты постоянно в какой-то борьбе. Тут самое главное понять, что не мир к тебе несправедлив, а у тебя просто-навсего не хватает опыта. Это то, с чем я хотела с вами поделиться и показать, что с выгоранием можно бороться, и вы сможете его победить, потому что те советы, которые я дала, они очень сильно помогают, потому что на протяжении уже 4 лет я ни разу не встречала выгорания у себя, и я вижу, как растет моя компания, я вижу, как я расту профессионально и, самое главное, эмоционально. Поэтому, если вы в этом состоянии, я вам искренне желаю из него выйти как можно быстрее. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.